Всем привет! Сегодня мы поговорим про основы настройки походных отрядов, которые помогут нам более качественно добывать ресурсы, более качественно воевать. От того, как мы их настроим, будет зависеть качество нашей игры. Итак, у нас с самого начала игры имеется 4 походных отряда, каждый из которых имеет место под дикое существо, которое накладывает эффекты на весь отряд и который зависит от типа и уровня этого существа. А также 3 группы солдат, у каждой из которых может быть назначен лидер, генерал так называемый, которые также накладывают эффекты на каждую из линий или на весь отряд в целом, и которые зависят от вида генерала, от его уровня прокачка, от его навыков. Каждый отряд делится на переднюю линию, среднюю линию и задние линии солдат. Передняя линия является первой линией обороны или нападения. А значит, здесь нужно располагать спецмуравьев, которые имеют эффекты сдерживания и являются генералами ближнего боя или поддержки. Средние и задние линии являются в большей степени атакующими, и здесь следует располагать спецмуравьев с соответствующими боевыми навыками. Основное внимание нужно уделить дальности действия определенных навыков генералов, так как, возможно, некоторые из них не достанут до отрядов противника, то есть не сработают. Поэтому в эти линии нужно ставить по возможности либо генералов дальнего боя, имеющие навыки, работающие на дальних расстояниях, либо генералов поддержки. Как подобрать состав походных отрядов? При подборе состава отряда стоит руководствоваться основными принципами. Для того, чтобы эффекты максимально распространялись на все виды солдат, дикое существо должно быть того же типа, что и сами солдаты в отряде, либо должно быть универсальным. Это же касается и лидеров групп, генералов. Их тип должен соответствовать категории солдат в линии или во всем отряде, либо должны быть нейтральные. Делается для того, чтобы получить максимальные эффекты защиты или атаки. Правильно будет дикое существо, к примеру, на носков, спецмуравьи на носков и солдаты, носители. Вот этот отряд будет работать правильно. Если вы поставили дикое существо носители, спецмуравьи вы поставили стрелки, а солдаты у вас будут, к примеру, охрана, то навыки дикого существа и навыки генерала не будут работать на этого солдата. Походные отряды настраиваются только в то время, когда находятся в муравейнике, то есть не в походе. Также нам доступна возможность настраивать составы походных солдат под разные ситуации и быстро переключаться между ними. Первый состав разблокирован со старта игры, остальные 3 будут разблокироваться по мере того, как вы прокачиваете королеву. Это на 8 уровне королевы, на 16 уровне королевы и на 22 уровне соответственно. Это очень удобная функция, позволяющая экономить время на настройку. Можно сделать составы на охоту, на экспедицию, на бои и быстро переключаться между ними. При просмотре отрядов мы увидим основную информацию по силе отряда, текущему количеству солдат в отряде и максимальному количеству солдат, которые мы можем вместить в этот отряд. Также мы видим оставшуюся энергию, которая нам доступна на данный момент для походов, и нагрузку отряда. То есть сколько ресурсов он может перенести, а также сколько разрушения урона прочности он может нанести другим муравейникам или постройкам. Также здесь будет видно, какой дикое стоит и какие генералы, а также чем занят на данный момент отряд. По итогу, используя правильно подобранные отряды, мы увеличиваем шансы на оборону или атаку, на сбор ресурсов и на скорость походов. Сегодня мы узнали основу формирования отрядов, но на самом деле на них влияет не только правильный подбор солдат, но и общее развитие муравейника и другие аспекты игры, про которые вы узнаете в следующих видео. До новых встреч, пока!